if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Всем приветики. У нас очень-очень сильно и заметно похолодало уже на улице. Я уже пододеваю специальную подложку. Кис покормила, все скушали. Термобелье пододеваю уже. Вот. Ну, девушка там одна, которая здесь уже долго живет, нам сказала, что вот так, в принципе, и будет зимой. Посмотрим. Солнышко светит. Красота. Сейчас пойдем с Серегой узнавать по поводу аренды машины. Пока не буду говорить для чего. Скажу потом. Осталось 30 минут до закрытия. Нам идти 20 минут, 22. А мы так вышли, выходим. Скоро. Прошло уже, наверное, дней 5, как мы живем в этом доме, да, и начинаешь видеть какие-то косяки, которые ты не замечал особо, когда заезжал, вот, но сейчас начинаешь замечать. Короче, у нас в доме очень сильно влажно, вот, мы не понимаем почему, скорее всего из-за того, что вот работает терморегулятор, и на ночь, допустим, мы-то отапливаем дом, а днем, получается, мы отопление выключаем, ну, вернее, делаем потише, и, собственно, температура воздуха в доме начинает понижаться, может быть, из-за перепадов температуры такая влажность появляется, может быть так. Но вот самая влажная у нас комната — это спальня. И мне периодически пахнет плесенью. И плесень есть. Вот, ее нужно обрабатывать, чтобы не дышать ей. На морозильной камере, на холодильнике тоже есть плесень. Короче, сегодня, наверное, буду заниматься этим вопросом. Посмотрю в интернете, как и чем ее можно убрать. Ну, и если она уберется, соответственно, я вам этот лайфхак продемонстрирую. Как он, Миш? Красавчик! Наш. Смотрите, какой интересный домик с такими прикольными балкончиками. Такой миленький, красивенький, уютненький. Магазин Пупушка. Юговичу. Смотрите, сколько тут парковок. Просто это все в парковках. Чисто большое место для стоянки. А вот, кстати, помните, я вам говорила, что во дворах есть такие прикольные площадочки, где можно в баскетбольчик поиграть, в волейбольчик, футбольчик. Футбольчик там грустненько, конечно, играть, потому что там бетонное покрытие такое, к сожалению. Такие домишки небольшие. Военный городок. Ну и вот площадочки детские вот такие. Очень даже цивильненько. И непонятно, что-то с погодой происходит. Как-то сильно жарко стало. Мы вот оделись, как обычно, уже в там термобелье, все дела. И вот жилетка еще сверху была. И вот настолько вот мы сейчас шли, жарко было, солнце припекает. Ну, пришлось подраздеться чуть-чуть. Вообще, даже ветерка холодного нету. Замечательный ноябрь. Что, какие у нас сегодня планы? Мы сегодня, наконец, идем в Альта-банк пробовать подавать документы. Я надеюсь, мы сегодня дойдем до него. Нам нужно еще заполнить эти документы.
И что еще мы делаем сегодня? И сегодня узнаем по аренде машин. Вчера ходили узнавать, короче, нам девушка так и ничего не сказала. Вот. Она сказала, вернее, вы когда будете брать машину, тогда мы вам скажем цену. Короче, вы не поняли прикола. Вот. Но нам машина требуется на следующей неделе, поэтому мы на следующей неделе будем узнавать цену. Ну, что-то непонятная история, короче. Может, у них ценник меняется, скачет постоянно. Ну Снимаешь что, меня? подал документы? Нет, выполняю. Заполняешь? Что, сложно заполнять? Ну, есть пару моментов непонятно. А, Зачем-то имя родителей. Просто имя. имя родителей? Ну, в некоторых документах тоже где-то спрашивают, типа, имя родителей. Если что, знать детей искать. В общем-то, принесли отдавать документы в банк заполненные, а они нам говорят, что нужно заполнить информацию о работодателе. То есть не получится, походу, сделать без рабочего места. В общем-то, мы забрали документы обратно свои, заполненные, и попробуем написать в группу Нови Сад и узнать информацию вообще по этому банку и что и как там нужно заполнять. Очень много людей сейчас это делают платным образом, но мы постараемся все разузнать бесплатно и, соответственно, потом с вами этим всем поделиться. В общем, узнали мы по поводу аренды машины в одной компании, в одной из компаний. И сейчас я покажу вам цены. Компания называется Atlas, вот его ценовая политика, здесь, в принципе, все просто и понятно. Машину, которую вы хотите взять, например, Kia Ceed, далее идет цена в динарах, цена в евро и депозит. То есть, если мы будем брать Kia Ceed, мы заплатим 75 евро в день. И за депозит, за машину мы заплатим 35 тысяч динар. Также тут есть дополнительные условия. Если вы будете брать на 2 дня, то вы получите скидку 10%. Если на от 14 до 21 дня вы получите 35%, ну там и так далее, как вы можете увидеть уже в этом списке. Далее там написано, что если вы берете машину до 14 дней, то дневной лимит ваш будет составлять 200 километров. А если вы берете машину на более долгий период, то, как написано, лимита никакого нет. Ну а далее подписано, что все цены указаны с учетом НДС. Мы смотрели машины в различных компаниях. В каких-то компаниях цена за сутки может доходить до 15 евро, до 20 евро. При этом залог составляет приблизительно около 200 евро. Ну, в принципе, как и вот в той компании, где мы сейчас смотрели. Но такие цены низкие, да, 15 евро, 20 евро, это будет за механику. То есть, если вы хотите передвигаться по Сербии, грубо говоря, в том комфорте, в котором вы привыкли передвигаться ранее, то есть на автомате, то нужно будет заплатить больше. Так, заплатить за больше и за депозит, и за аренду автомобиля. А также условия у всех разные. В той компании, где я вам только что показывала ценовую политику, страховка уже входит. Есть компании, где не входит ни страховка, не входит ни зимняя резина. То есть это все нужно будет доплачивать отдельно. То есть вы платите за страховку, за резину, за депозит, еще и за суточную стоимость автомобиля, аренда и так далее. Ну, выйдет, в общем-то, кругленькая сумма. Легче, походу, купить новую. Нет, ну новую купить, конечно, не легче, там с
бумажной волокиты много. Мы еще, кстати, не разбирали этот момент, но если разберемся, я вам тоже обязательно расскажу, как вообще, в принципе, гражданин Российской Федерации может купить автомобиль в Сербии. Я кормлю кошек, собственники уехали, попросили меня это сделать. И я начала варить им каши овсяные со всякими вкусняшками, паштетиками. Посмотрите. Сейчас буду кормить. Контент епстудей. Так, киси. Кс-кс-кс. Что по поводу подачи документов в банк для получения пластиковой карточки? Как я вам уже говорила ранее, нас отправили из банка, вернее, никак не отправили, а сказали заполнить информацию о работодателе, хотя, в принципе, до этого мы в группе спрашивали, ребята делали, и как бы, по-моему, с этим проблем никаких не было. То есть не нужно было каких-то подтверждающих документов, либо вообще, в принципе, какой-то информации о работе. Короче, мы решили чуть-чуть поглубже изучить этот вопрос, и, в принципе, если кто-то из вас уже делал карточку в банке Альта-банк, то, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вы с этим справились, и как быстро вам ее сделали, и, может быть, какие проблемы возникли. А также вчера меняли евро у русских людей, ребят, которые недавно, в принципе, приехали. Они нам подсказали такую вещь с нашим счетом в Паштанска стадионика. Мы, конечно, вообще просто вчера, как будто у нас весь мир перевернулся, нам так нужна была пластиковая карточка в том банке. Но, как вы помните, нам тогда девушка сказала, что мы сейчас вам не можем дать эту карту, не можем сделать. Или не можем дать. Мы вот сейчас даже вспоминаем с Серегой и не можем вспомнить, как она нам сказала так, что мы могли так воспринять, что нам типа не сделают карту или что-то типа того. Короче, они нам рассказывают, что они подали документы в Паштанское стадионика. Вот, они вот только приехали, уже подали документы, и они сказали, что через 2 недели их пластиковая карточка будет готова. Возможно, мы не исключаем того момента, что наша пластиковая карточка уже давно готова, уже как месяц, и она просто лежит в банке. Хотя мы приходили в этот банк, очень часто приходили, нам там на счет должны были переводить деньги, и мы, то есть, приходили, чтобы постоянно спрашивать, там, пришли ли деньги или не пришли, вот. Нам ни разу как бы не говорили, что, ой, ребята, вы знаете, у вас тут карточка лежит пластиковая. Вот, такой как бы информации не было. И мы как бы, ну, короче, вообще без понятия. И вот мы собираемся, в общем-то, ну, либо завтра там, либо послезавтра сходить до банка и как раз узнать по этому поводу информацию. И будет очень круто, если мы придем, и карточка там все-таки будет. Мы будем просто безумно рады, безумно счастливы, и нам просто облегчит эту жизненную какую-то задачу прям в 100 раз, наверное. Жизненную задачу. Чё несу? И нам это просто облегчит жизнь в разы. А еще, представляете, нам эти люди рассказали, ну, они, собственно, как и все в ближайшем прошлом по-быстренькому уехали из России, там, без своих семей, чисто мужиками и так далее. И они сейчас живут в таких спартанских условиях, то есть у них квартира трёшка или 4 комнаты у них полностью отключен свет, то есть там нет электроэнергии, там есть общее отопление, но нет света, и там живут 4 человека, они как-то там подпитываются из подъезда, короче, что-то типа того. Вот. Лампочки на батарейках покупают, газовую горелку готовят на этой газовой горелке, то есть такая походная, короче. Вот. А все потому, что там что-то не смогли договориться собственной квартиры с управляющей компанией, там что-то то ли должок был, то ли что, короче, они там до сих пор
суется. Он долго платил, типа, якобы, потом второй раз этот же долг оплатил, а они никак, типа, электроэнергию не вернут. Ну, типа, какая-то такая заваруха. И снимают они эту хату за 500 евро. Мы им еще сказали, что мы сняли дом за 200 евро, они вообще там в шоке просто были. Ну и, как обычно, очень надеюсь, что в этом видео для вас было очень много полезной информации. Вы поставите мне лайк, напишите комментарий. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Пока!